Всем привет! Ну что ж, свершилось то, что так долго ждали все владельцы DJI. DroneHack сломали высоту и НФЗ для дронов DJI. И мы сейчас кратенько, без лишней воды, расскажем, как это сделать пошагово. Мало того, сделать это самостоятельно и сделать это, сэкономив некоторую денежку, используя наш промокод, который будет в описании видео. К этому видео будет, как правильно писать промокод, чтобы свои денежки немножко сохранить. Итак, что мы делаем первое-наперво? Первое-наперво мы заходим на сайт dronehacks.com и смотрим, есть ли наш дрон среди списка, которые выложены на страничке у DroneHacks. Это BirdMap. И находим, у нас непосредственно сейчас будет Mavic 2 Pro, и мы будем выбирать его. Когда выбрали его, соответственно, вывалится список прошивок и что на каждой прошивке можно сделать. Для каждой прошивки можно сделать. У нас 510 прошивка, и зелененьким отмечено то, что непосредственно можно сделать в 510 прошивке. Ну а красненьким, соответственно, то, чего сделать нельзя. Также можно прошивать, можно модифицировать параметры, можно усилить сигнал буста. Ну и долгожданная, очень долгожданная надпись вот эта вот будет у нас о том, что наконец-то можно снять НФЗ и взломать высоту более 500 метров. Вот этот параметр это означает. Далее, что нужно нам сделать далее? Мы должны зайти в свой аккаунт, который создается, либо есть, у вас он есть, либо нужно его создать. Так, логин, либо создать аккаунт новый. Мы залогинимся сейчас, потому что аккаунт у нас есть. Все очень просто. Теперь пароль. И мы уже, так сказать, в личном кабинете своем. Здесь есть список лицензий, которые были куплены до этого. И нас интересует правый верхний угол, где написано вот, «Купить лицензию». Заходим в лицензию и видим, что можно выбрать дрон либо DJI, либо Autel. Autel с недавних пор тоже DroneHacks написал для них взломы. Но нас интересует DJI, и, соответственно, мы тыкаем в кнопочку DJI. Autel нас сейчас не интересует. Опять же, вываливается список дронов, которые могут поддерживать полную лицензию. Вот наш Mavic 2 Pro. И опять предупреждение о том, что будет на нашем Mavic 2 Pro, соответственно, будет работать зелененькое, и что не будет работать, это красненьким. Нажимаем покупку лицензии и вводим непосредственно промокод, кто хочет сэкономить, Skylab 10 с нижним подчеркиванием между цифрами и буквами. Большими буквами пишем Skylab, нижнее подчеркивание 10 и применяем его. И получаем скидочку, в 4 евро. Тоже лишними не будут. Еще раз повторюсь, правильность написания будет в описании к видео. Так что экономьте, друзья. Все, проверяем, лицензия одна, промокод сработал. И шаг дальше мы подтверждаем наш заказ. Естественно, мы все прочитали, нас все устраивает, мы совсем согласны. Адреса доставки, не совсем понятно для чего. Ну и видим, что итоговая сумма на 4 евро меньше. Выбираем метод оплаты, либо картой, либо PayPal, либо Alipay. Предположим, что будем расплачиваться картой. Еще раз проверяем все, что здесь написано. Проверяем скидку и подтверждаем заказ. После этого нас перебросит на страничку оформления карты, где привычными движениями рук вы оформляете ту карту, с которой вы будете платить. После этого нажимаете «Оплатить», и, соответственно, вы должны уже будете получить лицензию. Так, и нас на приветственную страничку перенесло, что благодарят нас за заказ, и что какие наши шаги далее.
У владельцев отеля нужно будет перейти по этой ссылке, которая на страничке существует, а у владельцев DJI у DJI нужно сделать следующее. Во-первых, там, если мы используем Windows, то у нас должен быть установлен уже DJI Assistant непосредственно по тот коптер, который у нас будет прошиваться на Hak. И следующим шагом нужно будет обязательно скачать дрон Hak. За следующим шагом потом нужно будет подключить коптер непосредственно к компьютеру, к DroneHax, к этому к приложению. И третий шаг. Третьим шагом это нужно будет зайти в аккаунт свой непосредственно в самом приложении. Ну, тот же аккаунт, тот, которому вы зарегистрировались непосредственно на сайте DroneHax. Вот, номер ордера вашего подтвержденный есть. Ну и как кто оплачивал и куда доставляется лицензия. Ну, тоже лишняя информация. Ну, пускай в нижнюю часть можно не обращать внимания. Теперь мы заходим в почту и видим, что к нам пришло два письмеца о том, что первое письмо о том, что мы действительно приобрели лицензию, это все у нас оплачено, сумма, скидка и так далее, адрес доставки, непонятно для чего. И второе письмо непосредственно, опять же, дублируется, какие наши шаги теперь. О том, что нужно скачать, чтобы Assistance был установлен. Assistance нам нужен для того, чтобы были драйвера непосредственно на компьютере, DJI-евские драйвера. И, соответственно, теперь нас просят скачать непосредственно с сайта приложение для компьютера DroneHax, что мы и сейчас и будем делать. Возвращаемся опять на страничку dronehacks.com, и нас интересует вкладочка Download, по которой мы сейчас будем загружать непосредственно вот этот клиент, приложение на свой компьютер, с помощью которого мы будем взламывать код DJI. Вот. Представлены два производителя, DJI и Autel. Нас интересует сейчас DJI. И тут описано, что на каких системах это будет работать. Это работать будет на Windows, на Linux, на Linux даже. Есть непосредственно на Android Application клиент, компаньон так называемый. Вот. Но нас интересует сейчас именно то, что предлагается на Windows. Тыкаем сюда. Вот уже быстренько все загрузилось. У нас это уже установлено. Вам нужно будет просто это установить. Запускаем программу. После чего система начинает определять. Заходим сюда в логин и пароль. Да, нужно будет залогиниться с тем же логином, с тем же паролем, на котором вы регистрировались непосредственно на сайте dronehacks.com. После этого нам нужно будет подключить свой летающий аппарат. Коптер подключили, компьютер коптер увидел. Напомню, что обязательно должны быть установлены драйвера, но непосредственно DJI Assistant из-за драйверов, которые требуются для того, чтобы наша программка работала. Вот вылезло приветственное окошко о том, что на данном коптере не установлен никакой лицензии, что у нас есть непосредственно лицензия, купленная, привязанная к нашему аккаунту. И хотим ли мы установить текущую лицензию, которая у нас есть, непосредственно на тот коптер, который подключен к компьютеру. Ну да, мы, естественно, этого хотим. Вот теперь пишет, что данный коптер теперь зарегистрирован, будет привязан к этой лицензии. Ну, окей, хорошо. Вот, и теперь эксплойт грузится непосредственно с сервера.
И в этой верхней вот этой строке состояния показывает, что в данный момент происходит. Не черненькое. Ну, там нас, как простых обывателей, не должно сильно волновать, пока все идет как надо. Пока эксплойт грузится, можно полазить, посмотреть по другим вкладкам, прошивки, что поддерживают, еще раз убедиться в том, что мы купили нужную вещь. Вот. И как только эксплойт загрузится, соответственно, у нас уже будет коптер со взломанными параметрами на руках. Также следим за этой, за строкой состояния, это нижней. Все, мы готовы к хаку. Вот переходим непосредственно на вкладку хаков. Теперь уже хаков, потому что теперь помимо вот левой части, где была разлочка FCC, буст мода и возвращение к исходным настройкам коптера по сигналу, добавилась вот такая вкладочка, в которой мы сейчас будем прописывать хаки по высоте и по NFZ. Нажимаем Install. Вываливается окошко с предупреждением о том, что необходимо соблюдать законы страны, где вы собираетесь летать. С этим соглашаемся. Сейчас вывалится окно о том, что нельзя обновлять коптер или приложение DJI Go, DJI Fly во время использования хака. То есть вы можете это, конечно, потом и апгрейдиться, но потом придется поставить хак по новой. Вот это окно. И еще одно окошко сейчас будет, говорящее о том, что все установилось нормально. Вот оно, это окно, все установилось нормально, что для корректной работы DJI Go или DJI Fly должны быть обязательно подключены к пульту, к аппаратуре управления. И устаревшая информация о том, что нужно заходить по своим логинам и паролям в DJI Go, DJI Fly, но это уже не важно. Теперь в приложении переходим во вкладку, где у нас лежат сертификаты, выбираем Aircraft, слайдером активируем лицензию от DroneHack. Нам написали, что Unlocking сертификат обновлен. Как видим, действие лицензии имеет достаточно длительный срок, и в ближайший год нам точно ничего не угрожает. И пытаемся завести двигатели, но у нас это не выходит, и коптер пишет, что коптер находится в no-fly зоне. Почему так? Потому что он не увидел нужное количество спутников. Для того, чтобы ему взлететь, он должен твердо знать, что у него есть спутники. Иначе он будет все время писать, что он находится в no-fly зоне. Небольшой лайфхак для тех, кто хочет полетать в помещении. Нужно его вынести на улицу, показать спутники, не обязательно даже 9, а спутников там 5-6. Вот все верно, да, видно, что он в no-fly зоне. И, соответственно, после этого можно уже заносить в помещение и заводить пропеллеры. Резюме. К сожалению, полетать нам не удалось из-за унылой питерской погоды, с дождем и с ветром. Но мы смоделировали эту ситуацию через Fake GPS. Вывалилось вот сообщение о том, что мы находимся в жестком МФЗ, что мы принимаем всю ответственность на себя, это понимаем, галочку поставили. И сейчас мы попробуем завести моторы. Хотя это и так понятно, что получится, потому что в статусе вот Ready to Go в Vision режиме он не пишет, что он в НФЗ. И нам это удастся. Моторы заводятся. Пишет о том, что пропеллеры не установлены, соответственно, потому что мы это делаем в помещении. Так что все теоретически работает, но мы доснимем обязательно непосредственно полет в НФЗ. Всем пока, с вами был Грек, всего хорошего, до свидания.